Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, неделя с 31 июля по 6 августа. Давайте узнаем, что нам поведомят карты. Конечно, будем реалистами. Любой расклад– это лишь прогноз. Реальность, она, увы, отличается, тем более у каждого своя история какая-то личная. Ну и я так надеюсь, что метафорические образы карт плюс ваша интуиция помогут либо пазл какой-то сложить, или какой-то инсайт все равно вы получите от нашего расклада. Или просто проведете приятное время. Давайте узнаем. Первую карту, которую мы достанем, это будет «Что важно знать», по мнению карт, конечно. Что наиболее активно может проиграться на этой неделе или чем придется заниматься. Итак, что важно знать? Вторая карта «Чего не избежать или неожиданности возможное». Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Мы достанем еще одну карту «Что от нас скрыто?». Это имеется в виду то, чему, обратить внимание мы должны. Может быть, мы что-то не замечаем или не придаем значения. Это не то, что кто-то от нас намеренно что-либо скрывает. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Что у нас? Денежки, финансы. И личная жизнь. Итак, что важно знать? Вот интересно, у кого-то король мечей. Уверенный такой персонаж нам показан, и где-то это ваша энергетика, а для кого-то просто может быть хождение по инстанциям, правда? Обращение к узким специалистам. И здесь может быть, как и врачи, предположим, стоматолог, или речь идет даже о профилактике, то есть мы можем пойти обследование проходить или еще какие-то вопросы решать. По этой карте могут быть представители законной власти или адвокаты, юристы, так и чиновники высокого ранга. Вот это все проходит по этой карте. Но это еще и энергетика нам говорит, что мы где-то очень рациональны в эту неделю должны быть, наверное, и будем. Видимо, на повестке дня будут какие-то конкретные дела, решения, и нам где-то вот в этих логически холодных более энергиях придется быть. Но тогда мы все сумеем согласовать как раз. И это, по сути дела, ваш интеллект, мои дорогие девы. Поэтому я могу заранее сказать, что все то, что касается дела, работа, бизнес, деньги, скорее всего, вы как и продвинете, намеченное выполните и в целом останетесь довольны. У кого-то, кстати, это может быть человек конкретный, и какие-то вопросы, связанные с ним. Может быть, это как ваш близкий человек, или тот, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или он имеет асцендент, или человек такой, который занимает высокий пост, и тогда есть какие-то с ним тоже общие, может быть, дела. Иногда по этой карте могут показывать человека, который где-то жестковатый. Командир, по сути дела, нам показан. Может быть, это вы будете командовать парадом, а может быть, вы столкнетесь где-то, вот с такой вот энергией, когда, нас так прессовать могут все-таки, по правде говоря, по этой карте, да. Чего не избежать. Вообще прекрасно. Тройка жезлов. Это, знаете, 5 минут до старта, я так называю эту карту. У кого-то буквально старт, переезд, поездка куда-то. Или какое-то новое дело, когда вы... Или, может быть, дело старое, но элемент новизны. Как будто что-то нас вдохновляет. По этой карте ведь самое главное– вдохновение. Есть интерес чем-то заниматься. Вот и у вас есть интерес либо куда-то отправиться, либо что-то сделать, либо приходят к нам новости, как будто мы ждем чего-то, но не то, знаете, в ожидании, ожидания, когда пассивная позиция. Нет, здесь позиция активная. Почему я и говорю 5 минут до старта, когда вот-вот вы уже знаете, может быть, как документ, да, я получаю, и все, полный вперед. То есть сильная позиция сама по себе и дважды, потому что по тройке жезлов, когда у нас все под контролем. Вот этого не избежать. Вообще достаточно надежно. Значит, какие бы мы тут себе планы свершения не наметили, у нас все получится.
чему сейчас не время или что нам может помешать. Не останавливаться, не думать, что решаться какие-то вопросы сами. Или обстоятельства, как-то вот пройдет время и улучшится. Или, допустим, занять выжидательную позицию. Вот то, что я сказала, да, нужно разграничивать. Здесь это вот какой-то конкретный пункт, когда мы определяемся с чем-то или получаем конкретный документ, или известие какое-то, и все, мы уже идем вперед. А здесь мы просто выжидаем. Нам показано 7 пентаклей, которые ждут, когда буквально созреют. Так вот изобразил художник. И в основном на картах Таро как раз так и показано. Так вот эта карта, когда мы чего-то не можем изменить. Или когда есть вокруг нас какие-то обстоятельства, которые для нас тоже ускорить мы их не сможем. Но здесь это в позиции не время. И значит, куй железо пока горячо, мои дорогие девы. Где-то что-то не прошляпить, где-то не проблагодушествовать, не подумать, что оно как-то там само разберется. Нет, как будто этого не произойдет. И, видимо, есть конкретные дела, вопросы, которые в моменте здесь и сейчас должны быть решены. Ну, где-то у вас получается сильная позиция, потому что, если мы говорим по семерке пентаклей, на нас влияет что-то извне. Значит, здесь нет помех на этой неделе. Значит, все в нашей власти. Поэтому то, что вы себе наметили, вы вполне реализуете. А что нам будет помогать? Ну, прекрасно. Рыцарь Пентаклей. Это своего рода марафонский забег. Нам будет получение денег помогать. Нам будут, ну, кто-то из людей, может быть, и вашего близкого окружения помогать. Может быть, и есть человек, который буквально вам помогает по работе или организовать какое-то дело. Или, смотря куда вот мы обращаемся, да, есть человек, который, в принципе, оказывает содействие. А также по этой карте рыцарь Пентаклей это еще и своего рода марафонский забег. Вот то, что мы планируем делать, как будто будет нам приносить долгое время, как и материальный доход, и причем мы останемся довольны. Так и может для кого-то означать дело вашей жизни. Но есть момент, когда все-таки рыцарь, он как будто движение скачет, правда? И здесь какие-то дела продвинуть нам помогает. В принципе, какие-то новости, значит, к вам могут прийти. Или человек приходит, или вам нужно будет куда-то отправиться. Рыцарь Пентаклей, он едет медленно. Это самый медленный рыцарь. Значит, где-то, ну, не с места в карьер, когда мы срываемся, да и по тройке-то жезлов нам тоже об этом сказали. Человек стоит в гавани и ожидает как будто корабля на карте. То есть, ну, время на обдумывание, но не долгие размышления, чтобы время потерять, а буквально, знаете, сориентироваться. Наш мозг работает так, что за считанные секунды он принимает решение. 15 секунд, вот так вот среднее. Вполне конкретное физиологическое как бы расстояние по времени. А мы-то можем думать годами, правда? Но вот где-то самого себя не затягивать в какую-то бесконечную плоскость ожиданий. Вот для вас, видимо, будет как задача номер один. Может быть, распределить или увидеть, что действительно от меня не зависит, а что от меня зависит и нужно действовать прямо сейчас. И тогда мы очень многие вопросы как решим, так мы как будто для себя на будущее по этой карте мы сделаем что-то хорошо. Потому что чаще всего по рыцарю Пентаклей это перспективы какие-то. Мы должны по этой карте на что-то откликнуться. Нам это помогает. Если приходят какие-то новости, мы должны с ними как-то провзаимодействовать. Нам это тоже помогает. Но это больше в каком-то неспешном ритме. Что скрыто? Вот интересно. Карта Луна. Тут действительно что-то скрыто. И это старший аркан. Вот для кого-то из вас вот такая пауза, ее может захотеться. Что я подожду, как разовьются события. А тут как будто нужно делать выбор душой и сердцем, независимо от событий, мои дорогие, понимаете? Потому что нам по карте Луна говорят, тут тысячи неопределенностей. То, что мы сейчас думаем, пройдет какое-то время, ведь это Луна, и выглянет Солнце, и тогда все станет по своим местам. Но сказать, что мы искусственно где-то затягиваем на долгий срок,
то нет. Но, видимо, будут те дела, вопросы, какие-то, может быть, и проблемы, когда мы что-то ускорить не сможем. И вот разделять, где я могу сделать все то, что считаю нужным, и это в моих силах, а где мне нужно принять с душевным спокойствием то, что я не в силах изменить. Вот по карте Луна это будет важно. Но я так надеюсь, что скрыто. По этой карте, вы знаете, очень хорошо проходит как раз тепло домашнего очага, наши отношения с близкими, домочадцами. Даже если вы один или одна, тут как будто есть возможность ну, проанализировать свою личную жизнь, нас подталкивать может как раз Луна к этому, и задуматься, а почему я один или одна. Ну а поскольку вопросы личной жизни как раз проигрываются хорошо по карте Луна, и вопросы интуиции и мудрости тоже, поэтому пусть у вас будет все прекрасно, мои дорогие девы, по части решений, может быть, про ваши чувства, про взаимодействие с вашим близким человеком. Но что-то предвидеть определенно мы должны, или, по крайней мере, мудро разобраться, как действовать. Дела, работа, бизнес. Пятерка кубков. Ну да, есть, видимо, по делам какие-то задержки. Либо к нам, кстати, по этой карте, это ведь чаще всего к нам возвращается что-то из прошлого. Это может быть связано с конкретным человеком и какие-то, может быть, вопросы, которые мы не успели завершить. Ретроградная Венера. Тут как будто, знаете, возвращаются люди не для того, чтобы мы заново начали что-то переделывать или притягивать словно искусственно, пытаться удерживать. Нет, нам этот период дается для того, чтобы мы окончательно разобрались, вообще это нам нужно или нет. И, скорее всего, простились с тем, что мы словно не сможем взять будущее. Или с тем, что нас разрушает, что мешает нам двигаться вперед. И каковы бы ни были наши сожаления, как будто это не имеет значения. Нам отсюда только вперед, мои дорогие девы. И, может быть, о чем-то, вот почему и выпадает для многих вот король мечей, и мы говорим, холодная карта, решимость какая-то, да, умение видеть, что есть по факту. И по пятерке кубков, это мелкая, кстати, карта, это не влияет ни на что, кроме как на наше настроение. И здесь не время хандрить. Вот что вам хотят сказать карты. Тут на пороге какие-то очень важные свершения и важные дела. Вы на этой неделе как раз очень ресурсны, и будет важно чего-то, но не проморгать и в чем-то не опоздать. Я бы сказала так. Ведь это может быть просто как ваше какое-то правильное решение. И я буду теперь заниматься вот этим. Если, к примеру, это будет касаться дела, работа, бизнес. Или я буду с этим человеком, если, может быть, это касается вашей личной жизни. Вот какой-то такой вопрос может стоять на повестке дня, просто у каждого в своей какой-то области. И знаете, мы, чем бы мы ни занимались, мы не должны словно пытаться сделать что-то, как раньше, по шаблону. Отпустите прошлое, вот об этом нам говорит карта. И тогда мир заиграет в новых красках, это точно. Точно заиграет Верховная Жрица. Будьте мудры, будьте прозорливы, проницательны, но непроницаемы. Вот это все. Независимость и мудрость проходит по карте Верховная Жрица. Потому что нам нужно словно учесть, люди могут демонстрировать то, что видимо, да, как бы видимость у нас будет одна или картинка, а содержание может быть совсем другим. Так вот, поэтому у нас выпадает это на деньги, как будто быть более рациональным. Вот с чего началось, к тому мы возвращаемся, обратите внимание, обе карты холодные. То есть не должно быть никаких эмоций, как по делам, работе, бизнесу, так и по деньгам. Мы не должны себя поставить под удар. Мы должны, наоборот, что-то предусмотреть. И я бы сказала, видите, Верховная Жрица, карта тайных знаний, но одновременно мы про независимость говорим. И если у нас на деньги, а деньги это один из способов взаимодействия с миром. Так вот, мои дорогие девы, вот для того, чтобы взаимодействовать с этим миром, нам нужна какая-то сумма денег. Поэтому я бы сказала, проще, да, заначка какая-то или сумма денег, о которой знаете только вы. Вы должны быть ресурсны, понимаете? Вот об этом в первую очередь говорит карта. И хотя нет этого значения по Верховной Жрице, но, поверьте опыту, он действительно часто проигрывается. Когда мы можем сожалеть, и если мы словно в ноль выложились, а у нас как будто каких-то ресурсов материальных
не осталось, потому что, как ни крути, это способ взаимодействия с миром. Ну, видимо, вот этот момент учтите, мы не должны с чем-то просчитаться. Как, может быть, и упустить чего-то важного? Ну, так и не поторопиться с чем-то, не успев словно додумать. Себя под риск не ставим, это точно. Личная жизнь. Умеренность. Старший аркан. Ну, видимо, как в деньгах, так и в личной жизни нет видимых, может быть, перемен вот именно на неделе. Тут, скорее всего, прощание с прошлым, с какими-то прошлыми методами работы, какими-то вопросами мы можем завершать, закрывать, словно гештальт на этой неделе. А по умеренности, знаете, ведь это карта гармонии, душевного и эмоционального баланса. Нет каких-то перемен, но мы-то сами должны быть больше дипломатами, об этом нам говорит карта. И значит, даже если нам есть какой-то посыл с вопросом тем или иным разобраться, и по старшему аркану у кого-то это может быть как и в личной жизни, но все-таки это не только про любовь, старший аркан выпадает. Это может касаться и вашей личности. Может быть, вот те дела, которые мы пойдем решать, говорить, согласовывать, мы тоже должны быть где-то, ну, больше настроены не на монолог, а на какой-то диалог. И тогда мы осуществим абсолютно все то, что мы хотим. Диалоговая форма и плюс работа интеллекта. Что может быть лучше? Идеальный тандем для того, чтобы потихоньку-потихоньку решить все то, что мы наметили. В итоге я могу сказать, может быть и неспешная где-то в целом неделя, хотя на что-то и придется откликнуться, но тоже это не каким-то галопом, потому что мы говорим, рыцарь Пентаклей едет медленно, то есть будет момент именного маневра, так и подумать. И это уже хорошо, когда нет американских горок, вы в каком-то своем ритме можете быть на этой неделе, и может быть часть вопросов вы решите, а часть может быть и перейдет на следующую неделю. Ну, перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы, и будьте счастливы и любимы всегда.